Считается, что самураи являются образцами чести, честности и мастерами войны, рыцарями Востока. Именно это мы обычно представляем, когда думаем о печально известном самурае. Хотя это и привлекательный взгляд на этих легендарных воинов, он тем не менее вводит в заблуждение. В этом видео раскроем еще более захватывающие роли и представления о самураях в японском обществе с самых ранних истоков до наших дней. Географическое положение, породившее самураев, является уникальным в мире. Родные острова Японии представляют собой архипелаг недалеко от Корейского полуострова и материнской части Азии. Известно, что Корея в средневековые времена из-за локальных междоусобиц была кинжалом, направленным в сердце Японии. Несмотря на этот разрыв, сверхдержава региона, Китай, повлияла на Японию больше, чем любая другая страна, и отношения между ними оказали огромное влияние на историю. Сама позиция японского императора могла быть даже заимствована у Китая. Японское государство раннего периода Хэйян двинулось на север с армией, основанной главным образом на китайской модели тяжелой пехоты династии Тан. Однако в конце концов они натолкнулись на эмисси, так называемых волосатых людей северо-восточного острова Хансю. Эта отдельная группа разработала тактику конной стрельбы, аналогичную тактике гуннов и монголов. Неподвижные японцы не могли справиться с этой нерегулярной партизанской тактикой, поэтому в конечном итоге их тактика была принята Хэйян на вооружение, а эмиссии постепенно ассимилировались. Эта устойчивая группа оказала глубокое влияние на формирование первых самураев, и это было сказано, что сама суть японского духа – это призрак эмиссии. Когда в конце 8 века японцы Хэйян начали подчинять себе эмиссии, многие семьи этой группы создали сеть полуавтономных феодальных владений, которые стали первыми самураями, что буквально переводится как «слуга» или «приспешник». Это имя им дали воины столицы Хэйян, которые стремились отличиться от неискушенных хамов в провинциях. Это одно из первых заблуждений самураев, которое необходимо исправить. Они были не просто фехтовальщиками с катаной и причудливыми доспехами. Вполне вероятно, что самыми первыми самураями на самом деле были те самые сельские конные лучники эмиссий, которым императоры стали оказывать предпочтение в подавлении внутренних беспорядков. По мере продолжения периода Хэйян центральное правительство современного Киото становилось все менее и менее заинтересованным в фактическом управлении страной. Это позволило самураям стать более независимым и укрепившимся, а также получить больше власти. В конце концов, произошла серия восстаний, и представители класса самураев взяли под свой контроль страну, основав сёгунат Камакура, первый сёгунат в истории Японии. Сёгун формально был высокопоставленным самураем, правившим от имени императора, но на самом деле он был военным диктатором. Император был всего лишь номинальным главой. Однако иногда в японской истории даже сёгун был марионеточным правителем, а фактическими обладателями влияния были могущественные феодальные землевладельцы. В эпоху Камакура японское государство оказалось под серьезной угрозой. Империя Юань под предводительством хана Хубилай предприняла 2 вторжения в Японию, и самураи жаждали битвы. В обоих случаях самураи использовали нетрадиционную тактику, чтобы помешать своему врагу. Они загоняли лодки, полные горячей смолы, на монгольские корабли и совершали постоянные нападения смертников. В конце концов, 2 урагана уничтожили монгольский флот, и Япония была спасена. Самураев часто считали восточным зеркальным отражением рыцарей средневековой Европы из-за их кодекса поведения, как казалось бы, элитного характера. Но в отличие от рыцарей, самураи обычно составляли преобладающую численность войск в феодальных японских армиях по сравнению с относительно небольшим количеством рыцарей в европейских армиях, которые часто состояли из рядовых солдат и крестьян. Так было во время монгольских нашествий, поскольку почти вся японская армия состояла из самураев. Тем не менее, эти войны с монголами ослабили древний город Камакуру, и вскоре после этого пал первый сёгунат.
После дальнейших политических маневров и попыток восстановления империи сёгунат Асикага в конце концов пришел к власти в 1338 году. Кланы Хокасава и Ямана в 1467 году сёгунат фактически потерял всякий контроль над провинциями. Вот-вот должна была начаться одна из самых знаменитых эпох в истории самураев – Сенгоку Дзидай. К концу войны Анин Япония по сути была разделена на сотни отдельных феодальных владений, которыми управляли даймё, что буквально означает «великие имена». Многие распространенные мифы и легенды о самураях укоренились в эту эпоху и, вероятно, действительно имели место, но только в определенных местах и в определенное время. Это был золотой век самурайских войн и один из периодов, на которые более поздние самураи будут оглядываться назад, романтизировать и пытаться подражать, когда честь была обычным явлением, так же, как и обман. В это время европейские торговцы на юге Японии представили раннее огнестрельное оружие, такое как аркебуза. Хотя японцы были знакомы с порохом, эта новая технология кардинально изменила поле боя. Еще одно распространенное заблуждение, популяризированное такими фильмами, как «Последний самурай», заключается в том, что самураи не использовали огнестрельное оружие, потому что оно считалось бесчестным. Самураи не воздерживались даже от самых худших видов предательства в ситуациях, когда это могло им принести пользу, в отличие от их популярного изображения как образцов справедливости и чести. Внезапное прекращение войны в 1600 году оставило классу боевых самураев мало развлечений. Они утвердились как наследственный класс и постепенно начали находить работу клерками на складах своего господина, ночными сторожами, сборщиками налогов, охранниками, придворными и администраторами. При этом они все еще были одеты для полей сражений прошлого, что было символическим знаком престижа. По сути, они начали занимать должности на так называемой государственной службе сёгуната. В отличие от своего прежнего сурового характера, некоторые самураи в мировую эпоху Токугава начали создавать экстравагантные мечи, которые они не могли использовать в бою, и начали носить диковинные пышные волосы. Хотя воинственный дух бусидо сохранился, настоящие самураи начали терять свою военную подготовку и стали символом прошлого Японии, а не защитниками ее будущего. Чтобы соответствовать их новым гражданским ролям, бусидо постепенно модифицировали, включив в него такие ценности, как этикет и вежливость, которые сослужили им хорошую службу в их бюрократических профессиях. Их боевая подготовка, как правило, продолжалась на протяжении всей эпохи, но это была скорее форма искусства, а не подготовка к реальному бою. Практически боевая подготовка и владение оружием были отодвинуты на второй план в пользу таких стилей, как кендо, путь владения мечом. Именно благодаря этому развитию самураи, владеющие катаной, стали популяризироваться в отличие от реальных практичных способов, которыми они вели более ранние битвы против монголов. В этот период сельское хозяйство стало менее важным аспектом японской экономики. Из-за этого стипендия, которую платило самураям государство, начала стагнировать и снижаться. Это вызвало враждебность между самураями и растущим классом купцов, которые начали богатеть благодаря изменениям в социальной системе. Эта тенденция продолжалась и в поздний период Токугава и только ухудшалась до такой степени, что многие из беднейших самураев были на уровне крестьян с точки зрения богатства. Это привело к волнениям среди класса самураев, и в конечном итоге самураи без хозяева, известные как ронины, все чаще становились опытными бандитами, чтобы заработать больше денег. В конце концов, подавлением внешних держав на смену сёгунату Токугава пришла Японская империя, а самураи оказались фактически отодвинуты на второй план. Тот факт, что старых самураев больше не существовало, только усилил дальнейшее заблуждение и романтизм. И это позволило новому японскому национальному государству исказить бусидо философию, которая использовалась для обозначения хорошего гражданина.
Интенсивность, которую эти новые ценности создали в новой стране Японии, разгорелась добела до Второй мировой войны и ядерных атак на Хиросиму и Нагасаки. После последующей капитуляции Бусидо был пересмотрен и стал скорее историческим памятником. Примечательно, однако, японцев по-прежнему считают преданными своему делу, когда дело касается бизнеса и промышленности. Даже в наши дни наследие самураев ясно и присутствует в стране восходящего солнца.